Привет, Арми. Как дела? Надеюсь, у вас все хорошо. Поддержите этот канал, ставя лайки, оставляя комментарии и подписываясь, чтобы с большим энтузиазмом делиться интересными новостями о К-поп. Лондон в шоке. Сообщается, что Чингук из BTS посетит последнюю неделю моды. Армия не может дождаться. Привет. Армия. Привет, любители К-поп, модные энтузиасты и мечтатели со всего мира. Добро пожаловать. Обратно на наш канал, где заголовки не просто читаются, но и чувствуются. Где слухи — это не просто шепот, а путешествие. И где каждая история о BTS, особенно о Джангкук, становится больше, чем новостью. Она становится отражением наших собственных надежд, наших собственных эмоций, нашей общей истории. И сегодня. В центре внимания Лондон. Лондон — бьющееся сердце мира моды. Лондон. Где сталкиваются история, искусство и стиль. И в этом городе слух быстро распространяется. Чингук. Из BTS может появиться на последней неделе моды. Одна только эта возможность заставила Лондон гудеть. Армию волноваться, а мир моды затаил дыхание. Магия лондонской недели моды. Чтобы понять, почему этот слух так важен, мы должны сначала понять саму сцену. Лондонская неделя моды — это не просто очередное событие. Это королевство, глобальная арена, где дизайнеры представляют свои видения будущего, где модели превращают ткань в поэзию, а знаменитости становятся живыми холстами. Здесь пишется история. Вспомните новаторские показы Александра Маккуина. Бунтарские образы Вивьен Виствуд, вечную элегантность Бербери. Неделя моды в Лондоне всегда была больше, чем просто одежда. Она была об идентичности, политике, культуре и мечтах. А теперь представьте Чингука, молодого человека из бассейна, выходящего на эту мировую сцену. Его присутствие было бы не просто появлением. Это была бы история в движении. От улиц бассейна до мировых подиумов. Давайте отмотаем назад. Много лет назад Чингук был всего лишь подростком, бродившим по улицам бассейна, неуверенным в своей судьбе. Он был застенчивым, тихим, но полным потенциала. Когда он прослушивался в BTS, никто не знал, что этот мальчик однажды станет сердцебиением миллионов. Но время умеет вознаграждать тех, кто никогда не сдается. От репетиционных залов, полных пота и усталости, до концертов, где его голос эхом разносился по стадионам, Чингук преобразился. Его путь — это не только музыка. Это эволюция. И в этой эволюции мода стала естественным продолжением того, кто он есть. Сначала это были простые толстовки с капюшоном, джинсы и кроссовки. Затем пришли смелые прически, экспериментальные наряды. И роскошные вещи, которые только он мог сделать непринужденными. Как будто каждый шаг жизни Чингука готовил его к этому моменту, когда он сможет гордо стоять не просто как певец, но как мировая икона стиля. Джункук — живой манекен. Модные инсайдеры часто описывают Джункука одной фразой «живой манекен». Потому что все, что он наденет, преображается. Когда Чингук пришел в аэропорт в простой белой футболке и джинсах, все было распродано по всему миру за считанные часы. Когда его увидели в армейских ботинках, это внезапно стало трендом. Когда он небрежно надел куртку бренда во время прямой трансляции, сайт бренда рухнул от огромного спроса. Это не совпадение. Это влияние. И не просто влияние, а нечто более глубокое. Джункук не носит одежду. Он ее воплощает. Он дает ей жизнь, ауру и энергию.
Вот почему бренды его обожают, почему фанаты копируют его, и почему мир моды не может его игнорировать. Реакция армии – волна предвкушения. Слух о том, что Джонкук посетит неделю моды в Лондоне, распространился в Твиттер со скоростью лесного пожара. Такие хэштеги, как «Решетка Джонкук неделя моды» стали трендами по всему миру. В ТикТок фанатские правки представляют его на подиуме, шагающим с уверенностью. В Инстаграм стилисты и модные блогеры рассуждают о том, с каким брендом он мог бы сотрудничать. Фанаты делятся своим волнением. Джонкук не нужно быть моделью. Он и есть модель. Лондон не готов. Другой фанат пишет, просто представьте это. Джонкук. Тренчи Бербери под лондонским дождем. Это сама по себе компания. Даже те, кто не является фанатом армии, заинтригованы. Модные критики спрашивают, что происходит, когда суперзвезда масштаба Джонкук входит в священное пространство лондонской недели моды? Ответ прост. Мир меняется. Спекуляции о нарядах. Один из самых захватывающих аспектов этого слуха — фантазировать о том, наряды в стиле культурного слияния, которые сочетают корейское наследие с глобальной современностью, отдавая дань уважения его корням и одновременно охватывая мир. Неважно, что он выберет, одно несомненно, Чингук сделает это незабываемым. Больше, чем просто модная культурная сила. Если Джонкук действительно примет участие в неделе моды в Лондоне, резонанс будет колоссальным. Для модных домов это означает немедленное мировое внимание. Фотография Джонкука в их дизайне может доминировать в социальных сетях, журналах и заголовках. На несколько недель. Продажи вырастут. Узнаваемость бренда взлетит до небес. Для К-поп это еще один мост, который мы пересекли. Это доказывает, что айдолы не ограничиваются музыкой. Они являются культурными силами, формирующими искусство, моду и образ жизни во всем мире. А для армии это подтверждение. Их кумир, когда-то застенчивый подросток, теперь влияет не только на музыкальные чарты, но и на подиумы мира. Лондон ждет. Джонкук. Представьте себе эту сцену. Улицы Лондона гудят от фотографов. Место в первом ряду заполнено дизайнерами, супермоделями, актерами, членами королевской семьи. И вот входит Джонкук. Вспышки бушуют. Комната замирает на мгновение. И мир замечает его. Вот она, сила присутствия. Джонкук не просто входит в комнату, он преображает ее. Отражение. Звезда за пределами границ. В конце концов, окажется ли этот слух правдой или нет? Сама возможность этого уже говорит о многом. Она говорит нам нечто глубокое. Не только о Джонкук, но и об эпохе, в которой мы живем. Эпохи, когда художник, родившийся в бассейне, когда-то просто застенчивый мальчик с мечтами в глазах, может вырасти фигуру настолько могущественную, что даже упоминание о его присутствии на лондонской неделе моды может разжечь разговоры на всех континентах. Это доказательство того, как далеко продвинулся Джонкук, как сильно он эволюционировал и как пристально мир наблюдает за ним. Он больше не ограничен образом айдола, стоящего на сцене под ярким светом. Он превратился в нечто большее, в силу, превосходящую музыку, язык и границы. Он голос поколения, которое осмеливается мечтать. Он видение того, чего может достичь упорства. Он символ молодости, которая не желает молчать, артистизма, который невозможно сдержать, и стойкости, которая продолжает вдохновлять. Если Джонкук действительно появится на неделе моды в Лондоне, это будет не просто феерия моды. Это будет больше, чем блеск, больше, чем подиумы, больше, чем бесконечные вспышки камер.
Это будет заявление. Заявление о том, что искусство принимает множество форм. Иногда в мелодии, иногда в движении, а иногда в ткани, накинутой. Другая сцена, другое полотно, где он может выразить всю глубину того, кто он есть и что он собой представляет. И в этот момент его шаги на подиуме будут больше, чем просто хореографией. Они станут историей в движении. Потому что Чингук не просто звезда. Он не просто певец, танцор или артист. Он — феномен, который отказывается быть ограниченным. Имя, которое отзывается эхом в разных культурах. Влияние, которое путешествует без паспорта и визы. И история, которая принадлежит миру. И снова он стоит на грани того, чтобы творить историю.